Вот вы мне скажите, какая, по вашему мнению, худшая камера Canon в истории? Давайте отбросим с вами всякие мыльницы, гиперзумы. Мы рассматриваем только системные камеры. И вот как вы думаете, что вам первое приходит в голову? Давайте я вам дам 5 секунд, подумайте. Вот лично на мой взгляд, худшей камерой Canon в истории, конечно же, является Canon 4000D. Чем же плох Canon 4000D? Ну, смотрите, все познается в сравнении. Когда-то у нас был такой проект «Зеркалка за 10 тысяч рублей». Я его выпускал в 2016 году. Тогда за 10 тысяч рублей мы смогли купить китовый комплект Canon 550D. Это камера 2010 года. И вот в 2016 на БУ рынке можно было ее приобрести за десятку. Но в 2018 вышла вот эта камера, которая во многих чертах повторяет Canon 550D. Но при этом новой она стоила около 20 тысяч рублей. То есть это уже более серьезный бюджет. Понятно, что там у нас была БУ техника, тут у нас как бы новая. Но и это еще не все. То есть проблема не только в том, что они по сути выпустили ту же старую камеру, но под новым именем. Все гораздо хуже. От Canon 550D, безусловно, 4000D позаимствовала матрицу на 18 мегапикселей. И, ну, сами понимаете, в 2018 году выпускать камеру с матрицей, которая была произведена там 10 лет назад, там 8 лет назад, ну, это выглядит не очень красиво со стороны компании Canon. Но бог с ней, с матрицей. Матрица, поверьте, здесь не самое плохое, что есть. Первое, что бросается в глаза, когда вы берете эту камеру, это то, как и из чего она сделана. Я попробую показать вам поближе. Первое, что смущает, когда вы берете камеру, это, конечно же, качество пластика. Я надеюсь, смогу вам передать через камеру то, как он смотрится. Это абсолютно матовый, непокрашенный пластик. Безусловно, отвратительный по своему внешнему виду и по тактильным ощущениям. Хуже пластика найти у Canon сложно. И надо заметить, что у Canon есть такой тип пластика, например, на Canon EOS R, когда он тоже, в принципе, матовый, тоже на нем оставляются царапины, но эти царапины, они легко там уходят. То есть это такая практичная вещь со стороны Canon именно на старших тушках вроде EOS R. Но здесь все не так обстоит. Здесь, если у вас остаются какие-то следы, то они очень сложно сходят, даже если это, например, след от ногтя, его просто так не затереть. Но если мы говорим, например, о более длительном воздействие на этот пластик, то есть вы положили камеру вместе с ремнем в сумку, и камера там какое-то время терлась об этот ремень, там, об какой-нибудь пластиковый элемент этого ремня, и у вас могут остаться просто следы, которые вообще никогда не сойдут, как вот, например, на этой камере есть вот здесь сверху на вспышке вот такая потертость, есть потертость вот с этого края у нас, то есть такие вот они становятся глянцевыми потертости. И самое интересное, что я сколько камер видел на вторичке, именно 4000D, все они вроде в отличном состоянии, у всех маленький пробег, но у всех есть подобного вида потертости, ну или по крайней мере у большинства. И это, конечно же, говорит нам о плохом качестве исполнения, плохом качестве пластика этой камеры. Дальше, если вы начнете смотреть на эту камеру, например, сбоку, вы увидите то, что не увидите, наверное, ни в одной больше системной камере Canon. Это вот абсолютно такая ровная поверхность, на которой нет вообще никаких интерфейсов, разъемов, ничего нет. И надо заметить, что на Canon 4000D здесь вообще с этим очень бедненько. Всего два разъема у нас, напоминаю, 2018 год камера, и у нас здесь мини-USB. Это надо еще поискать было в 2018 году. Мини-USB, видимо, завалялись на складе где-нибудь с 2005, с 2008 года, когда они их устанавливали активно. Вот до 2017 года они довалялись и все-таки нашли им применение, установили в камеру Canon 4000D. Дальше, что из интересных особенностей мы еще можем отметить? Ну, про объектив, я думаю, даже можно в отдельном видео рассказать, хоть у меня и были видео на канале про 18-55 мм, про STM-версии. Но эта версия гораздо хуже, и отдельное видео, в принципе, заслуживает. Смотрим дальше. Здесь столько много интересных, отвратительных моментов, о которых я могу рассказывать очень долго. Во-первых, здесь нет отдельной кнопки включения камеры на корпусе. Как вы знаете, у Canon обычно она находится либо с этой стороны, либо вот здесь вот внизу. Бывает на Canon 200D вот здесь под большим пальцем, но ничего подобного здесь нет. Здесь есть единственное колесо управления, и на нем есть стандартный режим OFF, в котором камера выключена. Чтобы камеру включить, вы должны повернуть его в один из, это колесо, в один из привычных режимов. Приоритет диафрагмы, приоритет выдержки или мануальный режим. Ну, соответственно, программный режим здесь тоже есть, как и есть некоторые автоматические режимы.
Дальше посмотрим вот с этой стороны. Тут тоже отдельного все это заслуживает внимания, потому что посмотрите на качество этих кнопок. Такого вы, наверное, не увидите больше нигде. Стоит ли говорить, что в Canon 550D, с которого многие моменты в этой камере скопированы, в том Canon не было ничего подобного. Посмотрите, насколько отвратительно выглядят эти кнопки. То есть они даже не удосужились эти кнопки сделать какими-то отдельными элементами, они как будто просто прорезаны в корпусе. То есть такого вы мало где увидите. Дальше вы сразу могли обратить внимание на этот прекрасный, чудесный дисплей. 2,7 дюйма, 200 где-то 36, если я не ошибаюсь, тысяч точек. 236 тысяч точек, чтобы вы понимали, у Canon 550D, который вышел на 8 лет раньше, был 1 миллион точек. 2018 год, камера, все понятно, никакого сенсорного управления здесь, естественно, нет. Послушайте этот звук. Вообще вся камера звучит. Отдельно хочется сказать вот что. Эта камера даже немножко больше с точки зрения корпуса, чем Canon 550D. Посмотрите, то есть она, не сказать, что она маленькая, она достаточно крупная. И она больше, чем Canon 550D, там на какие-то миллиметры. При этом она меньше весит на 100 грамм. Почему? Так, потому что в ней нет, по сути, никакого железа. Она полностью пластиковая. То есть если в Canon 550D еще использовалась какая-то сталь, хотя она не была полностью на металлическом каркасе, то есть там не было магниевого сплава и так далее, но там все равно использовались какие-то стальные элементы, пластины и так далее. Здесь полностью пластик, и несмотря на то, что по размерам она совсем не меньше, чем Canon 550D, она весит на 100 грамм меньше, то есть настолько они ухудшили этот момент. Про экранчик сказали. Основное, за что хейтит Canon 4000D, наверное, везде, это, конечно же, байонетное крепление. И оно здесь полностью пластиковое. И такое, честно говоря, мало где можно сегодня увидеть. Это, конечно же, абсолютный позор для компании Canon выпускать нечто подобное. Если хоть один кадр сегодня вам показался симпатичным, то это только благодаря мне. Камера тут абсолютно ни при чем. Ах да, он же еще умеет снимать видео. Ну, 2017 год, Full HD, 30 кадров в секунду, дай бог. И в отличие от того же Canon 550D, на него нельзя поставить Magic Lantern, чтобы хоть немного исправить ситуацию. Объектив тут, конечно, максимально позорный. Хуже придумать было сложно, тем более в 2018 году. Мало того, что нет стабилизатора изображения, я даже не знаю, после того, как вышел вот этот объектив, который стоит на данном фотоаппарате, называется он EFS 18-55 мм в третьей версии. После него вышла еще, я так понимаю, версия с стабилизатором. Потом вышла версия STM, потом вторая версия STM. То есть после него было куча еще китовых объективов, но они почему-то запихнули сюда именно вот этот отвратительный кит. Я понимаю почему, потому что он максимально дешевый, максимально, чтобы вас унизить, всех тех, кто покупает эту камеру. Все эти мелочи, которые есть в этой камере, отвратительный пластик, вот это колесо убогое, отсутствие отдельной кнопки включения, вот этот монитор, все это создает какое-то общее впечатление от камеры, которое, вы больше не получите подобных впечатлений, подобного экспириенса ни с одной камерой Canon. То есть, как вообще предполагается, что вы должны покупать камеру Canon и что за этим должно следовать? Вот вы берете, например, в 2010 году какой-нибудь Canon 550D. Снимаете на него какое-то время, вам все нравится. Вам нравится, какое у него управление, какой он приятный, как он классно лежит в руке, как он вроде продуманный. Да, он не самый продвинутый. Да, это не Canon 5D Mark II, условно говоря. Но вы понимаете, что, в принципе, да, Canon сделал неплохую маленькую камерку, которая в 2010 году, Canon 550D, выглядит достаточно неплохо. Но когда вы покупаете в 2018 году Canon 4000D, единственное, что вы хотите сделать, мне кажется, это
ну, кроме того, что повеситься, вы хотите просто его либо положить на полку, никогда о нем не вспоминать, либо продать его сразу. Потому что если вы купили камеру за 20 тысяч рублей, а я напоминаю, в 2018 году уже были более-менее доступные смартфоны, которые неплохо снимали. Тот же Google Pixel 2 можно было, наверное, на AliExpress взять за гораздо меньшие деньги, чем этот фотоаппарат стоил. И, в принципе, вы получали в результате, то есть тот же Google Pixel снимал явно не хуже, чем вот этот китовый комплект. То есть, да, можно говорить про то, что это системная камера, у нее есть сменный объектив, у нее есть крупная матрица, но вот с этим объективом в режиме автомат, в котором, безусловно, большинство людей будет снимать, из тех, кто купит эту камеру, вы не получите снимки лучше, чем на Google Pixel. Это просто невозможно. Чтобы эта камера начала нормально снимать, нужно, во-первых, изучать мануальные режимы, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки. Нужно ставить на нее нормальную оптику. Без этого она не будет нормально снимать вам. В авторежиме вы получите отвратительную картинку, которая не будет лучше, чем то, что вы можете получить на современных смартфонах, на смартфонах 2018 года. Опять же, мы возвращаемся к вопросу того, что это видео называется «Худшая камера Canon в истории». Но вот согласитесь, что сделать еще камеру хуже они просто не могли. Многие оправдывают это тем, что камера, видите ли, дешевая, 20 тысяч рублей. Но я вам только что сказал, что Google Pixel какой-нибудь с AliExpress был дешевле. Он был в состоянии нового, но тем не менее, да, он был дешевле, чем 20 тысяч рублей. Да и вообще смартфоны в то время стоили дешевле. А уж за двадцатку на вторичном рынке тогда можно было купить гораздо более интересные варианты. Я думаю, Canon 60D можно было взять, например, с объективом, с тем же скитовым. И эта камера просто на порядок была бы лучше, то есть в 10 раз лучше, чем вот этот Canon 4000D. И вот лично у меня эта камера ничего, кроме ненависти, не вызывает, потому что этот фотоаппарат выглядит так, как камера просто не должна выглядеть, чтобы вы понимали. У нас сейчас уже заходит солнце, мне холодно, но я хочу вам до конца рассказать просто про этот фотоаппарат. Я еще вам покажу, наверное, какие-то кадры его, как он выглядит вблизи. Мы там вчера еще что-то наснимали. Снимать я им, вот именно делать какие-то фотографии сейчас я им не хочу, потому что мы еще с вами, я раскрою тайну, вернемся к этому фотоаппарату. Казалось бы, он этого не заслуживает, он не заслуживает нашего внимания с вами. Но я хочу вам просто в следующих выпусках показать, что даже если у вас самая отвратительная, самая плохая камера Canon в истории, вы все равно можете снимать на нее хорошо. Я покажу, как это делать. Ну а сегодня, пожалуй, это все, что я хотел вам рассказать. Спасибо за внимание. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Обязательно подписывайтесь на Telegram и Instagram. Это был канал Полный Кадр. До скорых встреч. Делайте правильный выбор. Не покупайте Canon 4000D.